видео после трудной рабочей недели. Мы готовим узбекский плов с барбарисом на открытом костре. Для узбекского плова с барбарисом нам понадобится досточка, нож, лоточки. Значит, нам понадобятся приправки, нам понадобится рис. Так, из продуктов нам надо чеснок, соль, лук, морковь. Также нам понадобится мясо. Мясо у меня сегодня кусочек говядины и небольшой кусочек свинины. Что мы делаем? Нарезаем мясо кусочками 2 сантиметра на 2. Возьми, на. А ты молодец. Нарезаем мясо небольшими кусочками. Мясо приблизительно у нас 400 грамм. 200-250 грамм говядины. На, возьми, бери, кушай, кушай. Молодец. И приблизительно 150 грамм свинины. Так, подготовили мясо. Нарезаем лук. Лук режем полукольцами. Лука нам понадобится 3-4 головки. После того, как мы нарезали лук, нарезаем морковку. Морковь режем соломкой. После того, как мы нарезали лук, нарезали морковь, нарезали мясо, нам нужно подготовить рис. Каким образом нам нужно подготовить рис? Рис надо промыть и замочить его на минут 10-15 в холодной воде. Какой рис я использую? Рис для плова я использую ланкорн. Ланкорн — это малокрахмальный рис, он не слипается и становится плов рассыпчатым. Наливаем в казан подсолнечное масло. Масло должно нагреться. Ждем приблизительно 2-3 минуты, пока замочим рис в холодной воде. На пакете уже есть разметка, сколько грамм нам понадобится. Мы берем 500. Так, масло у нас закипает, вносим мясо.
Добавляем воды. Помываем 2-3 раза. Добавляем лук. Морковь. Напомню, взяли 4 луковицы, 3 морковки, 400 грамм мяса, 150 грамм свинины, 250 грамм говядины. Добавляем столовую ложку соли. Три-четыре листика лаврового листа. Черный молотый перец. Чайная ложка. И приправа. Приправа для плова по-узбецки. Нам надо добавить 2 столовые ложки. Какой стоит аромат, камера просто не передает. Это бомба-ракета. Добавляем 2 чайных ложки барбариса. После барбариса сразу же добавляем воду, чтобы ничего не горело. Пробуем на соль, на специи. По соли то, что надо. Как раз вот он такой немножко пересоленный, но рис возьмет в себя всю соль. После того, как мы добавили воды, нам надо закинуть чеснок.
Чеснок не очищаем, снимаем просто верхнюю оболочку. И казан. Узвар готовится плюс-минус 10-15 минут. Если вода выкипает, можете немного добавить воды. Молодец. Фу. Сидеть. Дай лапу. Молодец. Дай лапу другую. Молодец. Дай лапу. Молодец. Где мячик? Где мячик? Ози. Где мячик? Молодец, хороший собак. Так, сейчас у нас 315 градусов. Температура хорошая, нам не надо сильный огонь, нам не надо сильный жар. Плов должен дойти до своей кондиции. Рис готовится приблизительно 30-35 минут. Он будет немного твердый, но он еще потом постоит минут 10, настоится и станет, пальчики оближешь. Так, прошло 15 минут. Казан подостыл. Я его беру уже спокойно руками. Мы подготовим блюдо. Красота. Перемешиваем плов.
Если понравилось, поставь лайк. Напиши в комментариях, готовишь ли ты плов. Подпишись, пожалуйста, на канал Архипавербау. Так, ребята, плов я люблю очень с домашними консервированными помидорками. Помидоры консервировали дома, но эти помидоры с нашей дачи, на которой мы сейчас делаем этот видосик. Лавашик накроем, чтобы наш плавешник не остывал. Нальем красного итальянского вина 2024 года. И я хочу поздравить всех с наступающими новогодними праздниками, чтобы ваш дом был всегда полон миром и добротой, любовью, лаской и нежностью. Поздравляю всех с наступающим 2026 годом. И вот этот бокал я пью за вас, за моих зрителей. А сейчас про дегустация плова. Плов получился рассыпчатый. Вкусно. Это бомба. Это ракета. Всем приятного аппетита. Подписываемся на канал, ставим лайк.